Михаил стоял у окна, не в силах понять, как всего за одну ночь его привычная жизнь, знакомая и уютная, превратилась в дрожащую тень, в непрерывный поток тревог и потерь. Спокойные утренние часы стали заполняться пульсирующей тревогой и тревожными мыслями. Его отражение в окне внезапно показалось ему чужим. Лицо постарело до неузнаваемости, щеки запали, словно позабытые. Взгляд стал острым и сухим, как у человека, который прошел через все испытания обыденности и оказался за гранью человеческого понимания. Таня, его любимая дочь, исчезла словно призрак, взята в плен безжалостной реальностью, как это бывает в страшных непрекращающихся кошмарах. Его Таня, которую он провожал в школу каждое утро, держа за руку и шутя о том, как много яблок в ее рюкзаке, исчезла с горизонта познания, и теперь полиция разводит руками, твердя однообразные банальности, как будто не чует горя и страха, который заполнил все уголки его сердца. Михаил по 200 раз за ночь поднимал телефон, написывая многострадальные сообщения всем своим друзьям, коллегам и знакомым, будто кто-то из них мог помочь. Кто-то знал что-то важное, что могло бы изменить ситуацию. В душе, словно угроза грома, рос комок тревоги и вины. Он должен был узнать, предугадать, предостеречь, стать рядом на чертовом перекрестке у школы, где все и началось, где судьба его дочери сделала резкий поворот, и теперь он жаждал как никогда понять, как можно было предотвратить это. В доме пахло холодной пылью, и сама атмосфера становится тяжелой, как груз прошлого, неустанно давящего на плечи. Время словно замерло, в тишине чувствовались сотни непроизносимых слов. Михаил бродил из комнаты в комнату, почти не моргая, теряя счет времени. Он неподвижно стоял у старинного шкафа, в котором хранились воспоминания о счастливых моментах, когда Таня была рядом, а смех их наполнял дом. Мать звонила каждые пару часов и умоляла его поесть, выспаться, держаться ради Тани, словно слова могли превратить боль в облегчение. Но как можно держаться, когда сердце вырвало шестеренки и перемололо их в пыль, как неудачный опыт в колесе судьбы? Он ждал звонка, какого угодно, пусть даже угроза, записка, требование выкупа — все лучше, чем это гнетущее ощущение неизвестности, чем этот зловещий, молчаливый истукана времени, который, как его диктатор, принуждает к бездействию. Ночной дождь барабанил по стеклу, создавая ненавязчивый, но тревожный фон, когда вдруг он услышал тихий сигнал — сообщение на телефоне. Это была Нина Павловна. Она проявила себя как его последняя опора. Бывшая одноклассница, ставшая теперь следователем, одна из немногих, кто не говорил ему «все будет хорошо», а смотрел на реальность глазами, способными видеть зыбкость человеческой жизни через дюжину запутанных и печальных дел. Она не обещала чудес, а просто предложила ему свое плечо, и это было достаточно. «Михаил, пожалуйста, ты мне поверь. Я приложу все силы, чтобы помочь тебе. Только не ломай себя так. Не ищи виновных среди всех подряд». Ее голос дрожал и обволакивал теплым пледом заботы, словно поднимал его с колен, возвращал к жизни и уверенности. Он не знал, какую тяжесть несет на своих плечах, но искренность ее слов заставила его на мгновение почувствовать надежду. Встреча с Ниной была неожиданной, как луч солнца в ненастье. Он помнил ее еще со школы.
вечно держащую дистанцию, занятая только своими книгами. Ее мир состоял из букв и слов. Она казалась незаурядной даже тогда, странной и непонятной, как необъяснимая загадка. Но сейчас эта странность, ее особенности и острота стали для него спасением, лучом надежды в бескрайнем мраке, возможностью увидеть новую цель и смысл в этой темноте. Они сидели в пустой забегаловке на районе, и тишина между ними напоминала тяжелую завесу, невидимую преграду между ними и миром. Она больше молчала, рассматривая свои руки, на которых остались следы от ручки, и ни одной линии от украшений на ее пальцах не было видно. Она думала о жизни, о том, как много связей потеряли их родные, как иногда трудно было делать выбор между своим счастьем и безопасностью. «Скажи прямо», — попросил он, устало облокотившись на стол, посматривая под стол, словно искал там ответ. «Шансы есть?» Ее взгляд стал тяжелым, она замялась, словно подбирая слова. «Есть. Но они мизерные. Если мы не сплотимся, если не отсеем лишних подозреваемых и не возьмемся за дело лично. Это действительно важно. Твоя бывшая жена могла быть замешана в этом». Он покачал головой, терзаемый мрачными мыслями, но в сердце его росли сомнения. «Не знаю. Она способна на что угодно. Иногда мне кажется, что она могла бы пойти на крайние меры ради своих целей». Он чувствовал себя надменным отчасти, полагая, что его переживания несравнимы с тяжестью, которую несет Нина. За 2 недели жизнь резко сместилась на орбиту расследования, как будто его прежняя жизнь, спокойная и размеренная, была выброшена за борт благополучия. Михаил бросил свою работу, перестал бриться, стрижку делал машинкой, быстро, небрежно, насухо, будто отгораживаясь от всего мира, кроме главной боли и отчаяния. Эти ритуалы стали его защитным механизмом, когда каждое утро он просыпался, чтобы не разбираться в том, что окружало его. Каждый вечер Нина приходила с новостями, иногда с новым куском надежды, иногда с отчаянием, которое словно отразилось в ее глазах, подкрепляя обостренное чувство неуверенности. В это время Таня, его дочь, просыпалась в комнате без окон, на поломанной раскладушке, чувствуя, как страх наполняет ее сознание. Сначала был дикий страх, слезы, обжигающие кожу щеки, как будто боль прорастала изнутри. В темноте, угнетающей и бесконечной, она хотела звать маму, потом папу. Ее голос становился все тише, крепчало холодное одиночество вокруг нее. Временами в дверь входила женщина с жестким лицом и скудным ужином, словно из другого мира, олицетворение жестокости и равнодушия, как будто она сама была частью многих невыразимых мучений. Она не смотрела Тане в глаза, быстро уходила, оставляя за собой только пустоту. Таня не понимала, кто эти люди, но чувствовала, что должна быть тихой, слушаться, ждать момента, когда все это закончится, когда снова вернется тепло и свет, о которых она могла лишь мечтать. Параллельно этому Антонина Федоровна, мама Нины, переживала свою собственную трагедию, переезжая с дочерью в Москву, надеясь оставаться сильной ради здоровья дочери. Трудно было отпускать родную улицу, родные звуки двора, пропитанные запахами детства, но страх за дочь оказался сильнее усталости и вины, которая пронзала ее сердце. В столице все было чужим.
Даже воздух казался каким-то другим, наэлектризованным и плотным, давящим на грудь, как в моменты тревоги, когда ожидание неясности становится невыносимым. Валентина, старая подруга, приняла их в свой дом, но не могла избавиться от ощущения, что в их судьбах витает что-то невысказанное, тяжелое, что вновь вернется, как тень прошлых ошибок. Первые месяцы в Москве обернулись маленькой внутренней войной. Тревога словно заволокла душу Антонины Федоровны. Она страдала бессонницей, подсознательно ожидая беды, которая могла бы прийти в любой момент и разрушить и так шаткий покой. Нина же срывалась по пустякам, но все делала молча, сдержанно, ни на что не жалуясь, не позволяя себе сломаться под гнетом времени и испытаний. Прошлое не давало покоя. Мать часто вспоминала собственные ошибки, как позволила отцу Нины обижать ее, как не защитила в нужный момент, когда все могло измениться. Это было ее внутреннее бремя, ее собственный крест, который она носила с каждым вздохом и принтером стеклянным взглядом. Часто ночью, сдавливая в руках старую фетровую игрушку дочери, она шептала про себя, под предлогом какой-то надежды, как будто могла перенести свою боль на куклу. Все бы отдать, только бы не повторилось ни с кем из девчонок, только бы никого не потерять, но как же это тяжело, как же это тянет вниз. Нина тем временем жила расследованием, она срослась с отделом, с коллегами, с запахом бумаги, пластика, острым ароматом кофе, с привкусом тошнотворной усталости. Работа стала ее подругой и врагом одновременно. Ей удавалось не терять себя и оставаться вместе с командой, но внутри все время оставалась темная тень. Она научилась закрывать уши на чужие слезы, но только когда в отдел приходили дети, сердца ее не выдерживало. Их глазки напоминали ей об утерянной беззащитности, которую она не могла защитить. Так началась ее дружба с Борисом. Борис был столичным адвокатом, упрямым, уверенным, казалось, знающим ответы на все вопросы, даже самые сложные. Его привлекло в Нине не что-то внешнее, а ее невидимый внутренний стержень, умение смеяться самой над собой в самые трудные минуты, когда поддержка была критически важна. Он ухаживал скромно, но последовательно. Цветы, аккуратные комплименты. Он не требовал больше, чем могла дать, но искренность его чувств оказывалась важнее всего. Их светлые беседы придавали ей сил в эти мрачные дни. Однажды он сказал ей в лицо, не отводя взгляда, он был добр, но говорил с искренностью. «Ты не похожа ни на одну женщину, которых я знал. Мне не нужна легкая жизнь. Мне нужна правда, даже если от нее больно. Это было и признание, и надежда, и какой-то трансцендентный взгляд в будущее их отношений. Его мама все пыталась посеять сомнения. Ты посмотри на нее, она сильная, гордая. А если вдруг уйдет в себя или в работу, если потеряет себя, все равно за что именно?» Но Борис только улыбался, словно надежда всегда была у него под рукой. «Мне нужна не кукла в кресле, а спутница, которая выдержит со мной все и в самую трудную минуту не откажется, которая олицетворяет то, что мне нужно в жизни». Вскоре они начали планировать свадьбу. Это была не история про восхищение или страсть. Здесь было больше про уважение и принятие боли чужого прошлого, которое тяготело на обеих сторонах, как невидимая нить, связывающая их жизни между собой. Но в сердце Нины
по-прежнему болело неразрешенное, давнее чувство вины за произошедшее в юности, за неиспользованные шансы и невыраженные чувства. Ее волнения в отношении будущего становились все более острыми, и внутренний голос требовал изменений. Тем временем Михаил вновь уткнулся в расследование исчезновения дочери. Начали появляться крошечные зацепки. Кто-то сообщил, что видел девушку с мужчиной у лесополосы, потом, что звонили с какого-то загородного дачного поселка, и каждый след становился надеждой на решение этой горькой задачи. Каждый вечер Михаил вместе с Ниной выезжал туда, расспрашивал людей, оставлял фотографии, желая хотя бы что-то изменить в этой ситуации, хотя бы малейшую надежду на встречу. Он ненавидел свою беспомощность перед этой ситуацией, чувствовал себя игрушкой в руках высших сил. Однажды они нашли замятый бантик, который Тане подарили на выпускном. Он был таким же, как тот, что она вдела в прическу в тот день, в который все казалось правдой, но сейчас это было как больное воспоминание. «Я же прошу, давай не впадать во все плохое», — пыталась удерживать его Нина, глядя в его глаза, полные боли. «Не выдумывай себе лишние кошмары, оставь их для одиночества ночи, не называй их именами». А если я их не выдумаю? Тон его был уже давно стальным, полным упрямой решимости, осознания, что их отношения и фактическое положение теперь очень важны. На другую сторону этого кошмара смотрела Елена, бывшая жена Михаила, которая вынуждена была искать укрытие в странной компании. Алевтина, предприимчивая авантюристка, хитрый мирок с собственными планами, и Олег, человек без стержня, но с деньгами и холодной усмешкой, как знак победы на арене ада. Они затаились в глухой деревне с полной решимостью скрыть свое совершенное деяние, как нелюдимые осенние звери. Девочку держали там, не били, но обещали расправу, если она будет шуметь, если ослушается. Таня была в своем маленьком мире, делая себя невидимой, как когда-то учила мама: «Спрячься в углу, не дразни». Но в такие моменты невидимость становится слишком тяжелой, как оковы, стягивающиеся вокруг души. Нина медленно подбиралась к разгадке, изучала все банковские переводы, все старые связи с теми, кто могли быть замешаны. Неожиданно оказалось, что СМС, посланные Михаилу, совпадают по манере с письмами, которые получал адвокат Шмель 10 лет назад при деле о похищении. Тогда, в те дни, Нина была молодая и неопытная, но сейчас настойчиво сравнивала почерк, словарь, ошибки. Все совпадало, как части одного пазла, который, наконец, начал собираться, и жизнь, кажется, открывала свои тайны. Вскоре задержали Алевтину. Она дрожала вся, лгала с разной степенью убедительности, как будто искала выход, но не могла просто так уйти. «Я не хотела, я просто хотела денег. Елена обещала, что ребенка никто не тронет. Это Михаил виноват. Он все время думал только о себе, о своих переживаниях. Она неконтролируемо произносила слова, словно задыхаясь, и это было похоже на бессознательное откровение. Из нее пришлось вытянуть информацию, где Таня, кто главное, была ли Елена в деревне, но время шло против них, как ненасытный враг. После многочасового допроса и помощи оперативников их усилия не пропали даром. Девочку нашли, бледную, похудевшую, но живую, с искоркой надежды в глазах, которая могла осветить даже самый темный день. Михаил с Ниной ворвались в комнату. Таня не сразу поверила глазам, что наконец увидела тех, кого ждала.
Ее сердце сжалось от ощущения надежды. «Папа, и ты?» Выдохнула в недоумении, бросаясь к Михаилу. Ее озабоченное лицо светилось радостью. «Я думала, меня никогда не найдут, что ни один из них не сможет вытащить меня из этой темной ямы, где она так долго мучилась». Они вместе вернулись в город, с облегчением зная, что они сделали это, прошли через самые сложные приключения в своих жизнях. Мать Михаила рыдала навзрыд, ее слезы были полны печали и радости, смешанные в одно целое. Нина пережила в тот вечер катарсис. Она впервые за много лет почувствовала себя победительницей, не жертвой, но кем-то сильным, обладающим своей судьбой, имеющим право контролировать результат. Прошли недели, и жизнь медленно возвращалась в свое русло, как река после наводнения возвращает берега. В доме занимались Таней, врачами, психологами, чтобы ее душа могла зажить и не испытывала больше страданий. И Михаил больше не отпускал дочь ни на шаг, как будто боялся снова ее потерять. В Москве на кухне Антонина начала готовить изысканно, наполняя дом ароматами детства, привычного спокойствия, ощущением любви и заботы. Валентина, глядя на Таньку, смеялась, как будто желая развеять тревоги. «Ну что, девочки, теперь точно свадьбу справим», — подмигнула она Нине, находя в этой самой мысли легкий блик света, как солнечный луч, который пробивается через облака. Борис все ждал ответа, не теряя надежды на то, что Нина сбросит свою завесу сомнений. Но Нина, глядя на Михаила и Таню по вечерам, поняла: сестринское чувство куда-то глубже, чем любой долг, чем просто эмоциональная связь. Она чувствовала, что не может оставить своих близких, пока все не будет в порядке. Через пару месяцев в отделение пришла подросток — Лида. Она рассказала о том, как над ней издевались много лет, и каждая ее слеза органично вырастала в эту зловещую историю, которая эхом отзывалась в их сердцах. Ее дело оказалось связано с тем самым делом Шмеля, который ускользал от наказания много лет, прячась как хитрый зверь благодаря сложным манипуляциям. В этот момент в истории Нины открылось что-то старое, неизжитое, как старая рана, которая, казалось, никогда не заживет. Она взяла Лиду к себе, словно обещая ей луч света. Вместе мы сможем научиться верить и прощать, даже самым ужасным воспоминаниям придется посторониться. Семья расширялась, теперь за семейным столом смеялись две девочки, Михаил учил их собирать пазлы, Валентина принимала участие в их играх, наполняя пространство теплом и уютом, словно оно стало новым домом, который и сами не подозревали, что строят. Нина медленно вернула себе сон и чувство свободы. Впервые за много лет она позволила себе не бояться будущего, которое теперь выглядело более ясным. Она поняла: счастье не в том, чтобы быть лучше всех или победить врагов, а в том, чтобы выбрать кого-то своим и не отступать никогда, невзирая на все испытания, которые могли еще прийти. И это была ее настоящая победа.